Приветствую вас, уважаемые друзья. Начинаем наш вечерний лайв. Прошу прощения за опоздание. Да, достаточно сильно мы опоздали, почти 10 минут, но бывает такие обстоятельства. Так, начинаем наш вечерний лайв. Будем разбирать, что же происходило в Молдове за прошедшие дни. То есть, поскольку у нас программа «Выборы» в 2 раза в неделю, то не за неделю, а буквально вот за 4 дня, которые прошли. Я, прошу прощения, я еще не отдышался, я я бежал. Бежал, чтобы быстрее с вами встретиться, потому что понимал, что сильно опаздываю. Ну, начнем с того, что в эти выходные в Молдове отмечался День государственного флага. И в связи с этим, конечно, были всякие официальные мероприятия. Майя Санду обратилась к народу, сказала, давайте не раз в год, а каждый день откликаться на призыв к единству, солидарности и надежде отраженной в 3 цветах нашего флага. Давайте будем добры и великодушны друг к другу, на каком бы языке мы ни говорили и каких убеждений не придерживались. Будь мы с севера, центра или юга, давайте уважать и чтить память наших предков, тех, кто боролся за то, чтобы триколор развивался над всей Молдовой, сказала Санду. Но, знаете, к мероприятию вопросов нету, все понятно. Достаточно протокольно, достаточно неплохая речь. Не знаю, там, кто придумывает эти речи для Санду, или она сама это пишет. Но интересна реакция пророссийских сил. Они, знаете, вот у них какое-то новое такое развлечение, ну не новое, но появилось какое-то время назад. Они ищут козявки в носу. Ну, не в прямом смысле слова, конечно, но они, понимаете, они ищут к чему прицепиться. То есть, так, что с платьем у нее? Платье, ну ладно, платье обычно. А туфли как? Туфли тоже обычно. Что? Где эта собака была рядом, кадруц? Нет, не было. Так, что ж ты, к чему? Флаг не так. Там древко не с той стороны на флажках. Вот оно, все, и пошло-поехало. Вот они это любят. Они еще, у них другое развлечение, они любят анализировать, как на флаге Евросоюза звезды. Правильно или неправильно? Неправильно, смотрите, у них звезды неправильные. Я понимаю, что им надо как-то оправдывать перед своими московскими хозяями свое бессмысленное существование, поэтому они такое делают. Но выглядит это как-то, знаете, слабоумненько, мягко говоря, потому что, может быть, как-то вы покритикуете за что-то правильное, то есть, с точки зрения народа, что вот здесь вот власть не дорабатывает, есть такая проблема. Тут, флаг не с той стороны, звезды не в ту сторону, платье не такого цвета. Что делать, когда, знаете, я много раз об этом говорил, в Молдове очень глубокий кадровый кризис, очень много из-за этого нанимают тупых людей, которые занимаются такой фигней. Так, давайте посмотрим, кто сегодня с нами, вот буквально с первых минут. С нами Тицкана, Прага, Кишинев, Кагул, Рашкановка, Былчана, Качулия, Амберг, Германия, Мунчешт, Майами, Штефан Воде, Телецентр, Ницца, Бельцы, Люксембург, Болонья, Анениной, Черновцы, Бахренешт, Москва, Ватра и другие. Я понял, сейчас продолжается процесс подключения, но уже не буду держать на этом модератора, потому что уже давайте дальше будут вопросы. Итак, в этот же день, День флага, некоторые друзья России занимались чуть более важными делами, чем разглядывание, с какой стороны там цвета. Происходило перезахоронение солдат Второй мировой войны. И вот хотели, чтобы Петрович, известный друг Ивановны, хотел, чтобы присутствовал военные почести, салюты, все как положено, как захоронение первых лиц государства, наверное. Что ж, с другой стороны, может быть, он и прав, потому что, знаете, как захоронение солдат, это такой, во многих странах мира ритуальный процесс, где отдают почести, выстрелы вверх и так далее. Тут, конечно, я не знаю, по каким признакам он определяет, это солдаты те или не те, потому что, извините меня, прошло почти 100 лет, то есть, 80 лет. То есть, во-первых, мне непонятно, что они захороняют после 80 лет нахождения в открытой почве. Насколько я знаю, вообще ничего не должно сохраниться. Но, допустим, они там находятся какие-то кусочки костей. И вот эти кусочки костей, они кого? Они по каким признакам определяют, что это советский солдат, а не, допустим, нацист из Германии? То есть, я не думаю, что там сохраняются куски формы или тем более документы в земле. Поэтому как-то, с другой стороны, и ладно, пусть будет, да, красивое там мероприятие,
мероприятия, выстрелы вверх и все такое. Но я думаю, что эти люди, которые этим занимаются, должны прекрасно понимать, что это все было бы. И, наверное, там были бы кто-то представители от государства обязательно, если бы там не была вся бригада Шора, которые вот они там приходят, и по сути это мероприятие партии Шор. Ну, не партии, команды Шор, партии больше нет. И на что вообще тогда они рассчитывают? Чтобы туда пришла одновременно с ними Санду, Гроссу, там депутаты парламента, может быть, позвали бы послов иностранных постоять вместе с командой Шора, пофотографироваться. Вы что, серьезно? Понятно, что это невозможно, поэтому никаких почетных караулов, выстрелов в небо и прочего подобного. Еще одна интересная штука, новый опрос появился. Новый опрос общественного мнения, проведенный компанией Айдата. На этот раз они меня, знаете, настолько удивили, но я в конце скажу, чем они меня удивили. Я даже в этот раз не буду говорить, как обычно, что я не доверяю, в принципе, опросам, которые проводятся в Молдове, потому что, вы тут сами поймете все. Начнем с того, что у них на первом месте Майя Санду, то есть вот если выборы президента, кого бы вы выбрали, на первом месте идет Майя Санду, 28,4%, потом в 2 раза меньше, даже больше, чем в 2 раза разница, Игорь Дадон, 12,4%, потом Ион Кику, и Дата почему-то всегда симпатизирует этому политику, он у них всегда набирает хороший результат, независимо, делает он что-то, не делает, вот и Дата, вот всегда их опросы почему-то показывают, в отличие от всех других соцопросных фирм, что вот Ион Кику, он прямо молодец, 3-е место у него. Прям почти кандидат, да, 7,5%. Далее за ним идет Ион Чебан, всего лишь мэр Кишинева, всего лишь там проявляет какую-то активность. Кику-то другое дело, он в соцсетях как напишет такой пост прямо. Вообще удивляет, почему ему 1-е место до сих пор не дают, эта фирма. И далее за Чебаном идет Воронин, 4,9%, Ирина Влах, 3,4%, Усатый, вообще не дают ему 2,5%. Да, и чтобы вы понимали, насколько это все репрезентативный опрос, на 9-м месте находится Михай Балаган. Вот топ-10 кандидатов на пост президента Молдовы на 9-м месте, даже не на 10-м, на 9-м месте Михай Балаган. Кто этот человек? Я, честно говоря, не знаю, кто этот человек. Я начал искать в интернете, выяснилось, что это глава Айдата, этой фирмы, которая провела опрос. Понимаете? И вот он входит в топ-10 кандидатов на пост президента Молдовы, согласно опросу, который провела его фирма. Я думаю, что Ава ТВ тоже нам надо будет как-то провести опрос. У меня даже есть предчувствие, что где-то на месте на 5-м буду я. Сергея поставим даже на 4-е место. Так что, да. Очень-очень удивительно. По партиям у них картина чуть более правдоподобная. ПАС набирает 37,8%, ПСРМ 19,7%, Шанс Шоровский 19,1%, ПДЧМ Кику на 4-м месте всего лишь и не проходит, набирает 4,7%, коммунисты 4,5%. Кстати, мне вот интересно, знаете, они написали коммунисты 4,5% и наша партия Усатова тоже 4,5%, но коммунисты впереди нашей партии. Как-то Печереме, нет, подождите, да, Партидул Коммунист, Пече, Партидул Ностру, Пене, да, Пече, видно, по алфавиту они пошли. Но в любом случае это очень странно, как Кику здесь всех обогнал. И, да. А блок вместе, вот этот Имприуна, который создан из 4 партий, там уже 5-я к ним подтягивается, у них вообще всего 3,6%. Короче, друзья, не читайте советские газеты и не читайте молдавские опросы, потому что, это очень печально. Да, у нас есть фирмы, которые делают правдоподобные опросы, особенно закрытые, но то, что попадает в публичное пространство, это, да. Еще одно заявление, которое взбудоражило некоторых, особенно шоровских оппозиционеров. Майя Санду заявила на этой неделе в одном интервью, что она, ее коммуникация с Богом напрямую, без посредников в виде церкви. И тут началось, как они разогнали, она же сумасшедшая, обращается к Богу напрямую. Все же нормальные люди знают, что надо обращаться через священника, и что у него должно быть звание не меньше, чем полковник ФСБ, а тут она прямо напрямую.
Ну, хоть бы на Афон поехала, а то как это напрямую? Нет, конечно, это ирония, кто вдруг не понял, потому что, как по мне, то только напрямую и можно общаться с Богом, если это Бог. То есть если это президент России, да, конечно, ему нужны агенты ФСБ, которые передадут ему сообщения. Но как бы с Богом-то так и общаются, наверное, я не знаю. Но почему-то это их страшно взбудоражило. Вот, дескать, ну какая же она сумасшедшая, как же можно с Богом напрямую? Ну как, ну все же знают, ну вот хотя бы, я не знаю, позвонила бы Кириллу или Владимиру, то есть, чтобы они передали, а тут как она сама так, да как она посмела вообще, ужасно, просто ужасно. Спикер Гроссу тоже сделал интересный комментарий за эти дни. Он сказал, что представители организационной преступной группировки, ну, имея в виду Шора, попытаются помешать нашему европейскому курсу. Но я уверен, что им это не удастся, потому что мы не будем сидеть сложа руки, а учреждения будут продолжать делать свою работу. Это он все сказал в интервью на ПроТВ. Ну, я говорил вам о том, что и действительно есть такая ситуация, что вот огромные деньги, которые вкладывает Россия в молдавскую политику, они создают абсолютно искаженную конкурентную борьбу. То есть, ну, выиграть у них практически невозможно, потому что, ну, они скупают все и всех. То есть всех лидеров общественного мнения, всех мелких политиков, то есть на них работает практически все. И если бы не закрыли еще кучу этих каналов, то и информационное пространство было бы под ними полностью. То есть тут вообще никаких шансов бы не было. Поэтому, конечно, здесь нужны какие-то, ну, нетривиальные ответы, потому что, ну, ты не можешь играть с картежным шулером, играя честно, по правилам, потому что у него в каждом рукаве по несколько козырей припрятано, тузов. Поэтому, то есть, выиграть шансов у тебя никаких нет. И, конечно, да, это очень такая тонкая грань, чтобы пойти на некие, скажем так, запретительные меры, но не перегнуть палку, не зайти в... Потому что, конечно, огромный соблазн сейчас у ПАСа записать всех, кто не пас, в участников этой преступной группировки и всех их прихлопнуть. И тогда они 100% самые чемпионы. Этого, конечно, ни в коем случае нельзя допустить, при всем при том, что я повторяю, что если они не прихлопнут тех, кто работает на Россию, то, конечно, у них шансов выиграть не будет, ни у кого не будет никаких шансов, потому что невозможно перебороть вот эти вот громадные деньги, которые просто ломают все через колено. Поэтому, как бы, с одной стороны, надо критиковать ПАС, не то что критиковать, ну, да, критиковать и, скажем так, оказывать давление, чтобы они не атаковали людей, которые здоровых взглядов, людей, которые не являются путинскими шестерками здесь, но в то же время и надо одновременно на них давить, чтобы они реагировали на вот эту вот гибридную войну, которая против нас ведется. Ну, вот как бы Гроссу говорит, что да, мы готовы, мы окей, давайте. Хотим посмотреть, как вы это будете делать. Надеюсь, что это не получится, что с водой выплеснут ребенка. Еще интересная случилась история с послом Европейского Союза. Так, давайте сейчас я секундочку посмотрю. Пару вопросов есть, чтобы они не накапливались. Так, Дадон и его хитрая тупость. Здравствуйте, Андрей. У вас есть более подробная информация о том, что сообщила британская разведка о гибридных атаках на Молдову перед выборами? Нет, я кроме того, что появилось в прессе, я ничего как бы более подробного не видел. Я думаю, знаете, у меня есть такое предчувствие, что чем ближе к выборам, тем больше будет сливов подобных в западных СМИ, не в наших. Ну, что-то будет попадать и в наши, но через западные СМИ, разведки разных стран, которые очень активно сейчас следят за ситуацией в Молдове по понятным причинам, потому что здесь очень активно работает российское влияние. И будут появляться разные сливы. Притом, знаете, чего я жду больше всего? Не каких-то банальных констатаций, что вот Россия ведет гибридную войну против Молдовы. Это сейчас понимает, я не знаю, даже Цирдин кот. Но я жду имена, явки, пароли. То есть, когда они будут конкретно, что вот эта группа людей, они получают деньги из России, вот эти политики работают на Россию. Вот, то есть, вот когда это появится, оно появится. Я в этом уверен, ну, практически на 100%, потому что, ну, я, скажем так, знаю, о чем я говорю. Вот тогда это будет гораздо интересней. Андрей, как вы думаете, удастся шоровской нечисти склонить в Молдове общественное мнение в сторону узкого мира, или, как я полагаю, все закончится разворовыванием ФСБшных денег и волнами в тазике? Ну, скажем так,
Это одно из преимуществ сотрудничества с Россией, тех, кто на нее работает, что там воруют все, начиная с тех, кто выделяет деньги, и заканчивая последним исполнителем на месте. Поэтому мы видим пример Украины, куда вложили просто какие-то безумные совершенно миллиарды долларов, и практически 90% было просто украдено. Начиная с главного этого слуги путинского, его кума, и заканчивая остальными всеми мелкими там исполнителями, политиками и так далее. Поэтому, конечно, основную часть просто украдут. Это традиция, это та самая скрепа, на которой держится русский мир. Но все-таки даже та 10-я часть, которая пойдет по назначению, она переламывает все. Потому что, когда, знаете, там Цирдель или другие говорят, а вот гранты западные. Какие гранты? Послушайте, там гранты эти суммарные, которые то, что доходит реально до, скажем так, до поля действий, идет речь про какие-то там сотни тысяч, ну, может быть, миллион, 2 миллиона евро. Это то, что Россия тратит за неделю, вот в период активной кампании. Я думаю, что с лета они выйдут примерно на такие суммы, а может быть, даже уже вышли. Потому что говорят, что сейчас они выходят примерно на 10 миллионов в месяц. Поэтому какие западные влияния, какие гранты. Я переживаю, где Тарлев, муравьиный лев, как спать ночью. Тарлева в вопросе нет. Ну, надо подождать других опросов. Это опрос Айдата. Айдата, у нее есть Кику. Зачем им Тарлев, когда уже есть Кику? Я думаю, подтянутся еще другие опросы, которые нам покажут, да. Салутарий Андрей, онди подгаси информации деспри ватаре принпошта, мерси. Честно, я не знаю, попробуйте поискать на сайте check.md. Я думаю, что там, может быть, они еще не поставили, потому что, ну вот буквально прошла неделя, как они, даже меньше недели, когда на прошлой неделе проголосовали этот вопрос, в среду, по-моему. Поэтому я думаю, что так, насколько я понимаю, там появится на сайте чек заявка. Вы пишете свои данные, пишете адрес, куда вам прислать письмо с этим бюллетенем, и тогда вы можете его потом заполнить и отправить обратно в Молдову. Я не проверял, честно говоря, появилось оно или нет. Так, едем дальше. Интересная ситуация с послом Евросоюза. Цирдя наш, Багдад Кайдарович, выложил фотографию, и написал: посол ЕС встретился с лидерами блока КУБ, ЛОК, ППДА, партия перемен. И типа они работают на Санду, вот смотрите, посол встречается с ними. Ну, все же понятно, ну, посол ЕС с ними встретился, понятно что. Купленные казачки. Но проходит буквально там сколько-то часов, и появляется фотография. Посол Евросоюза в этой же самой одежде, в том же самом галстуке, в том же самом интерьере выкладывает второе фото. Но на этот раз там председатель ПСРМ Игорь Додон вместе с вице-спикером парламента, председателем фракции БКС Владом Батрынчей и членом исполкома ПСРМ Ольгой Чеботарь провели встречу с Янисом Можайкисом, главой представительства Европейского Союза в Кишиневе. Вот такая вот интересная приключилась история. Да, так на кого же работает тогда Игорь Додон? Вот такой возникает интересный вопрос. Тоже к тому же послу ходит по тому же вопросу. Да, но Цирдя почему-то это не прокомментировал, даже не знаю почему. Хотя на самом деле мог бы и прокомментировать, учитывая его какую-то странную симпатию к Шору и к его команде, как он их постоянно пиарит по каждому поводу, при этом оставаясь в команде Додона. Бывает и такое, да, почему бы и нет. Но на правом фланге не все так гладко, хоть они и встречаются с послом. Дело в том, что бывший вице-премьер и также экс-министр внутренних дел Молдовы Андрей Настасы, оказывается, собирается принимать участие в президентских выборах. То есть я вам напомню, что партия «Платформа Да» входит в вот этот блок из 4 партий, МПРУ вместе. И тут появляется Настасы и говорит, что решение принято по итогам его встречи с членами партии «Платформа Достоинства и Правда». Понимаете? То есть Слюсарь вот у нас был в студии, говорит, что он один из возможных кандидатов, но там как бы продолжают изучать разные варианты, исследуют, у кого большие шансы и так далее. И тут появляется Настасы и пытается развалить этот блок. Почему? Потому что он поговорил с членами, с членами платформы, да, конечно, надеюсь. И вот члены ему сказали, что должен быть он этим кандидатом, он об этом объявляет, и по сути это забирает какую-то часть голосов от платформы «Да», которая вообще-то,
по логике должна вместе с блоком остальных партий принимать решение, кто их кандидат. То есть, ну, очень такая странная игра Настасы, которая как бы случайно, ну, вроде бы, ну, просто вот у него есть президентские амбиции. Но на самом деле этот блок могут просто прихлопнуть его, эти амбиции. Если, конечно, блок не выберет его, что, ну, на мой взгляд, это будет просто их самоубийством. Но, опять-таки, это их дело. Если выберут его, как бы ладно. Но если они выбирают другого кандидата, и тут Настаса продолжает кричать, что он должен быть президентом, это будет, конечно, интересная такая история и очень, на мой взгляд, подозрительная. Как бы, знаете, это Жужу неспроста. Вот как эта муха, которая здесь летает, следит за нами. Да, Ион Чебан, мэр Кишинева, сообщил, что в этом году, 9 мая, примария Кишинева организует во всех секторах столицы серию мероприятий, посвященных Дню Европы. Да. Но, говорит, хочу также отметить, что 9 мая в Кишиневе будут организованы мероприятия, посвященные Дню Победы. Они пройдут как в секторах столицы, так и у мемориального комплекса «Вечность», который недавно был передан под управление примарии Кишинева. Ну, на самом деле, тут к нему вопросов нет, потому что, ну, он действует так, как должен действовать мэр, потому что есть запрос от населения на 2 мероприятия, оба мероприятия официальные, поэтому, ну, как бы и в чем проблема. Понятно, что путинисты ноют, вот Ваня предатель, как он так мог, он должен был запретить эту Европу, а он тут вот прямо вместо того, чтобы сделать один сплошной День Победы, у него еще и День Европы. Ужас, ужас. Про европейцы, в свою очередь, говорят, что что это он разрешает этот шабаш на мемориале с этими георгиевскими ленточками и все такое. Я считаю, вот в данном случае, хотя я его люблю покритиковать, но в данном случае он, наверное, правильно все сделал. Почему? Я поясню свою позицию. Дело в том, что как бы основа в этих делах то, что мы свободное государство, и каждый может в рамках каких-то ограничений делать то, что не запрещено. Да, если мы говорим про День Победы, конечно, это должно быть без вот этих вот подмененных символов, которые придумали кремлевские политтехнологи, потому что я об этом уже не хочу возвращаться, говорил, что это фейковая георгиевская ленточка, которую они придумали, потом вот это их хождение с дедами на палке, которое тоже вообще это буквально появилось там лет 5 назад, вообще никто такого не знал, такого изобретения. И, кстати, в этом году в России оно не пройдет, они уже отменили, все, у них уже там поменялось, но наших будут еще лет 10-15 ходить с этими палками. И как отмечали раньше, как когда я был ребенком, когда в советское время отмечали красные ленточки, символизирующие знамя победы, которое было красного цвета, это были цветочки к вечному огню. Вот так было тогда. Ну, видите, сейчас как бы Москва навязала другое. Москва уже сама от этого отказалась, но наши еще по инерции будут продолжать так, как им нарисовали. И я лично не пойду, конечно, ни на какой мемориал. День опошлен максимально. То есть, мне кажется, он уже вообще не имеет никакого отношения к победе над нацизмом. Это просто какой-то праздник путинизма, маразматичный, с этими ленточками, восхвалением России и так далее, которые, в общем-то, ну, при чем тут вообще победа? Да и вообще, как бы, мы же не знаем, когда День Победы. Победа-то еще не настала, война продолжается. И рашизм еще не побежден, поэтому тут как бы... Для меня, по крайней мере, это мое мнение, я его никому не навязываю, но для меня этот день уже никак не связан с Второй мировой войной. Да. Едем дальше. Следующий... Так, подождите, давайте. Там, по-моему, было пару вопросов. Да, точно. Андрей, а где в Кишиневе в районе РКБ есть помойка, где наши пенсионеры роются в поиске продуктов? У меня произошел неприятный разговор с одной гагаузской, которая доказывала мне нищету пенсионеров. Неужели это правда? Я как-то не поверил. Честно говоря, первый раз про такое слышу, тем более в районе РКБ. Почему в районе РКБ? То есть, ну, можно предположить, что в районе какого-то супермаркета, в районе РКБ... Первый раз слышу, серьезно. Я знаю таких видео очень много в интернете, в российском, в каждом городе пенсионеры роются в помойке. Потому что, знаете, на самом деле вот мы не пытаемся сравнить цены. Вы знаете, что пенсии в России от 10 до там, 20-25, ну пусть даже 30 тысяч рублей. Хорошая. Это вообще прямо хорошая пенсия в регионах. Это богатый человек, 30 тысяч рублей. Но что такое 30 тысяч рублей на наши деньги? Это примерно 300 евро. То есть это получается... Ну,
5 с чем-то тысяч лев. Это как бы это сверхдержава, это нефтяная страна, у которой есть вся таблица Менделеева. То есть, и это как бы, ладно, еще 5 тысяч, хотя, конечно, это тоже в городе очень тяжело прожить на эти деньги, но представляете, у кого 10 тысяч. Я как бы реально знаю, такие пенсии у них есть 11, 12 тысяч, 15 тысяч. То есть, поэтому, конечно, они роются в помойке. И я не говорю, что наши хорошо живут, не дай бог что такое сказать, такую глупость. Наши тоже очень тяжело пенсионеры живут, но честно, я таких историй никогда не видел. Я не знаю, может, на гагузском телевидении показывают российских пенсионеров, говорят, что это в Кишиневе возле РКБ происходит. Почему до сих пор не покупают небольшие экономические электростанции мощностью по 40-50 мегаватт? 10 таких небольших установок решат вопрос энергобезопасности. Я не знаю, что вам на это ответить. Друзья, вы мне часто задаете такие вопросы, как будто я президент. Знаете, председатель Игорь Додон отвечает. Сейчас я вам расскажу, все, я такой умный сейчас. Откуда я знаю, почему не покупают электростанции? Серьезно. Мое мнение, я бы, вот в Румынии, кстати, этот проект есть, они хотят поставить 10, по-моему, или 15 атомных мини-электростанций. Есть сейчас такая технология, маленькая атомная станция, но которая, в общем-то, 10 таких станций покроют почти всю Румынию. То есть нам бы 2-3 такие станции, да, одну хотя бы где-то, которая на Кишинев ориентирована, даже не прямо в Кишиневе, а где-то ее поставить за городом, и мы бы покрыли потребность Кишинева. И американцы, кстати, румынам делают эти станции, то есть там с рассрочкой, в общем, там очень льготные условия. Я думаю, что если бы наши власти подсуетились, могли бы это сделать. Я не президент, поэтому я за это отвечать не буду. Кстати, вот Усатый следующий наш персонаж, который вот он любит такие всякие темы. Но сначала я хочу сказать то, что он рассказал, один его инсайт. Он говорит, что Россия ищет уникального левого кандидата и может стать человек старше 80 лет, но младше 94. А все потому, что такого кандидата власть не снимет с выборов из жалости. Знаете, это на самом деле, я бы пропустил это его слова, если бы не было много намеков из других разных источников на Воронина. То есть сейчас реально разные люди намекают о том, что в России там изучают серьезно то, чтобы опять сделать ставку на Воронина. С одной стороны, если говорить с точки зрения политтехнологий, да, реально у Воронина неплохие шансы. Лучше, чем у многих, скажем так, тех, на кого бы могла поставить Россия. Но с другой стороны, конечно, слушайте, человеку, там сколько ему, там реально ему под 90 лет, я сейчас не помню, там 87, кажется, или что-то в этом роде. То есть он был очень плох по здоровью еще вот тогда, в 2012-2013 году, когда он был в активной политике, то есть это его просто убивало. Было видно, что вот он когда чуть отошел, он просто расцвел. Если его сейчас засунут в реальную предвыборную кампанию, где его будут критиковать, где его будут мочить, он очень болезненно реагирует на критику, где будет вот это вот бурление, ребята, вы его просто убьете. Я сейчас, знаете, говорю без всякого как бы злорадства, потому что это как бы ненормально радоваться проблемам старого и не очень здорового человека. Поэтому я считаю, что это было бы просто свинством со стороны вот тех, кто попытался бы сделать на него ставку, потому что, серьезно, то есть это даже не хочется предполагать, к чему это все может привести. Но, тем не менее, я не удивлюсь, если так оно и будет. Но, возвращаясь к Усатому, уже к его непосредственным темам, давайте проанализируем. Он, судя по всему, оседлал интересную лошадку, я имею в виду вот эти практические темы. Он выбирает какие-то темы, которые практически затрагивают интересы людей. Вот, например, он сейчас разобрал эту тему на ограничение операций с наличными средствами. Это серьезная проблема, я сам несколько раз с ней сталкивался. То есть сейчас, чтобы делать какие-то покупки, недвижимость, машины, там какие-то банковские операции, вот у нас сейчас свежая буквально ситуация у меня, чтобы вывести из фирмы дивиденды абсолютно легальные, из которых уплачены все налоги, все как бы абсолютно чисто. Нас банк просто раком поставил, то есть там надо столько справок предоставить на наши же деньги, чтобы обналичить эти деньги, которые из фирмы, с которых уже уплачены все налоги. Просто сумма крупная, и поэтому, то есть здесь как бы, вот Усатый говорит, что власть борется против собственных граждан, и Молдова не готова отказаться от операций с наличными деньгами. Вводя подобные ограничения, власть в нашей стране борется против граждан, вынуждая их уходить в офшоры. Это он в своей этой «Сила в правде», которая по выходным у него идет, он говорит, что делать
делать с миллиардами евро, которые накопились в Молдове с помощью граждан, работающих или которые продолжают работать за границей? Эти деньги накапливались в течение десятков лет, люди покупали недвижимость, квартиры для своих детей, сдавали их в аренду, и эти деньги вращались в стране. Молдова к этому не готова, чтобы отказаться от этого. Он также подчеркнул, что банки в Молдове взимают самый высокий в регионе процент за обслуживание транзакций. На самом деле эти темы, они интересные. Здесь как бы есть и плюс, и минус, как мы, как обычно, разбираем. То есть, с одной стороны, конечно, с точки зрения выбора темы, да, темы отличные, интересные, и кого-то это реально может мотивировать голосовать за политика, который отстаивает его практические интересы. Но здесь у него хромают коммуникация, потому что его эти лайфы, которые он делает, ну, да, смотрят там, ну, допустим, 20 тысяч человек. В 2-миллионной Молдове это практически, ну, это ничего. То есть я думаю, что если сейчас просто спросить вот по районам, а что ты слышал вот про такую-то инициативу Усатова, он скажет, что какая инициатива? То есть она не доходит информация до людей. И в этом есть определенная его проблема. Я не знаю, как он это будет решать, это его вопросы, но в принципе то, что как бы идея правильная, но не донесенная до масс. Поэтому тут политтехнологически можно поставить плюс за идею, пока что минус за исполнение. Может, он что-то придумает, но пока не вижу. Следующий персонаж Игорь Дадон. Он тоже нашел тему компании. Говорит, это национальные интересы. Вот он последние несколько своих лайфов постоянно говорит, национальный интерес. Он за национальные интересы. Есть один только маленький нюанс. Оп, я зацепил микрофон. Да, все нормально. Есть один маленький нюанс. Дело в том, что, насколько я помню, эту же тему на президентских выборах продвигал Ренато Усатый, тот же самый. То есть Дадон просто взял, как бы, ну, знаете, как там поговорка это, тихо взял и ушел, называется, нашел. И присвоил себе эту тему, не упоминая, кто первый продвигал ее, и ну, такой вот как бы небольшой плагиат. Я, кстати, на прошлой передаче говорил, что он вообще как бы любит, наш Игорь Николаевич, подхватывать чужие темы. Он в чем-то копировал в свое время Настаса. Кстати, того же Усатова он копировал даже в поведении. Вот помните, я вам рассказывал, когда Усатый только ворвался в большую политику и вот начал это активные там выступления на сцене, там какие-то такие, ну, жесткие шутки, там иногда с матом. И Дадон, он такой, знаете, как вариант такого полуинтеллигентного мальчика, который тоже хочет побыть хулиганом. Ну, это выглядело смешно. Помните его этот удар, как в боксе? Вот, как он сделал на выборах. Вот я сейчас сделал удар, как в боксе. И тут же погладил свою ручку, которую об воздух, видимо, поранил. Да, это, конечно... Нет, я ничего не имею против, как бы национальный интерес отличная тема, просто, ну, как-то надо подчеркнуть, вот некоторые ее предлагали, но у них была ошибка там в том-то и том-то, а вот я, ну, вот сейчас я вам расскажу. Но как бы он не парится, он просто взял, как бы, вот как было, так и перенес. Надо проверить его диссертацию на самом деле, может быть, там тоже как-то, тоже кто-то ее до этого написал. Ну, ладно, пусть копируют, опять-таки, нам-то что, как говорится. Едем дальше, команда Шор. У нас следующее. И давайте сначала вопрос. Новый соцопрос и общение Санду. Это специально исковерканное слово соцпороз. Вы знаете, это не специально, но мне так даже больше нравится. У нас что написано? Соцпороз? Знаете, так даже лучше, серьезно. Вот реально это не было специально, это опять-таки в торопях, но соцпороз. Не надо меня, оставь, пусть так будет, мне так нравится, серьезно. Да, команда Шора, Женечка наша Гуцул, она опять вот сейчас возвращалась из Москвы, и опять сказали, что ее арестуют в аэропорту, и все шоровские телеги догнали столько полиции, никогда столько полиции не было, смотрите, они готовятся, сейчас ее схватят. И вот тут ее муж с цветочками, такой он прямо весь из себя трогательный, он ждет свою Женечку, а вот злые полицейские ходят, они сейчас его арестуют. Но нет, они ее не арестовали. И, судя по всему, даже не знали, что они хотят арестовать. То есть каждый раз, когда люди Шора откуда-то прилетают, они вот устраивают эту истерию, нагоняют туда этих бабушек, и которые там с печальными лицами бродят вокруг аэропорта и не понимают, зачем их туда привезли. И, ну и Гуцул, конечно, заявила, власти Молдовы делают все, чтобы меня задержать и как-то попытаться унизить. Понимаете, вот они ее как-то хотели задержать, но испугались этих бабушек и не стали задерживать. Ну, попытались унизить, но
оно и тут у них не... Потому что она такая, она вообще вот неунижаемая. Говорит, держали на проверке около часа. Представляете себе? Вообще как вот... Обычно же она должна выйти из аэропорта и прямо сесть в лимузин, поданный командой Шора. А тут проверку проходила, как все. И, наверное, еще и багаж ждала. Ужас, ужас, что творят эти плохие власти. Говорит, после досмотра провели в зал ожидания и хотели допросить, но решили отпустить. Понимаете? Привели ее в зал ожидания. Такие говорят, мы хотим тебя допросить. А потом такие, нет, ладно, мы тебя отпустим, мы боимся тебя. На кого это все рассчитано, я не представляю. Знаете, на это можно сказать бесконечно смотреть, на этот цирк, как они делают из нее жертву, как вот прямо хотели ее арестовать, но не арестовали, хотели допросить, но не допросили. Даже в спину один хотел плюнуть полицейский, но сдержался в последний момент. Да, но в то же время есть развитие по делу о незаконном финансировании партии Шор. Должен был состояться сегодня суд, но его перенесли. Опять туда пригнали кучу этих бабушек. Зря пригнали, кстати, потому что суд был перенесен на конец мая. И я думаю, что сама Гуцул знала это, ее адвокаты знали, потому что почему перенесли суд, не было подготовлено обвинительное заключение на русском языке. Когда адвокат запрашивает обвинение на русском языке, его обязаны предоставить, то есть они понимали, что суд будет перенесен. Но бабулек пригнали, группу поддержки, там, наверное, больше 100 человек было точно. Впереди много эпизодов этого судебного заседания и много еще приездов этих бабулек. С одной стороны, конечно, хорошо, они заработают какие-то деньги, но с другой стороны, все-таки жалко, вот когда старики должны таким способом зарабатывать, тем более дальше лето, жара, и там вот стоять на солнце, ну, кто знает, где суд Баюкан, там как бы там спрятаться негде, там нет тени. И вот стоять на солнце, конечно, это будет печально очень. Ну, как бы... Любят у нас некоторые политики использовать пенсионеров. Еще по делу Гуцул есть еще одна ситуация. Мэр Окницы Виктор Артаманюк рассказал в суде, что его пытались подкупить, чтобы он примкнул к шоровской партии Возрождения. Он дал свидетельские показания официально по делу Ирины Лозован и ее мужа Павла Горляну. По словам Артаманюка, сначала они предлагали ему $5000, но затем доторговались до $50 000, о чем он официально засвидетельствовал. Это, конечно, все ложится в копилку этого дела против команды Шора. Ну, а сама Женечка Гуцул заявила, что, говорит, меня судят за то, что я башкан Гагаузии, и у меня другое мнение. Вот понимаете, вот есть такая статья в Уголовном кодексе. Пункт 1 башкан Гагаузии, а там еще пункт 2 другое мнение. Вот прямо отягчающие обстоятельства. Башкан Гагаузии с другим мнением. Это, кстати, проблема для Шора, потому что чем больше Женечка будет говорить, тем больше она будет говорить всякую ахинею. То есть, ну, а как заткнуть ее? Это же тоже как бы проблема, все-таки башкан. Ее же даже на телевизор могут позвать. И, там... и кстати, вот я не понимаю, почему... Да, я как бы... считается, типа, она представитель преступной группировки, зачем ее звать. Я бы на месте кишиневских телеканалов позвал ее, потому что я думаю... Просто дайте ей микрофон. Она сама себя дискредитирует полностью. Человек такое говорит, что, как бы, да, лучше бы она молчала, но как ей замолчать? Еще одна тема, которую я хочу по касательной пройтись просто. Странная какая-то история произошла тоже вот за эти прошедшие пару дней. Журнал ТВ совершенно неожиданно атаковал Ульяновского. Ну, мы говорили с вами про него там пару передач назад, что вот есть такой политик, хочет быть президентом. Объявил об этом. Когда-то он был министром иностранных дел, давно еще в команде Филиппа, и вот сейчас он хочет пойти на пост президента. И тут журнал ТВ на него, ну, вот это у них есть это юмористическая такая передача, там памфлеты. В принципе, учитывая, что это памфлет, можно было на это и не обращать внимания. Но, видимо, для самого Ульяновского тема очень больная, потому что его обвинили в том, что он человек плохотнюка. И тут он как бы взорвался, дескать, как так, да что вы такое-то, вот. И... Но, кроме того, здесь еще есть один нюанс. Дело в том, что вот этот ведущий этого ток-шоу Дурбала, он как-то странно подошел к теме, он сказал, что Ульяновский сделал свое заявление в телестудии, куда ходят все вот эти отбросы общества, которые только выдала молдавская земля, и сам вот ведут свои эти монологи. То есть, ну, вообще это как бы очень странное заявление, учитывая, что та студия, это речь идет про Н4 у Гонцы, где там были все, наверное, то есть, ну, все молдавские политики, начиная от президента действующего, все бывшие президенты, то есть через эту студию все прошли. И он-то как-то повернул, дескать, это студия, откуда вот прямо всякая шваль вещает. То есть, ну, заявление, мягко говоря, какое-то странное. Короче, в итоге Ульяновский пообещал, что подаст в суд
что тоже, как по мне, неадекватная реакция, потому что, да, он еще раньше было зимой, но это вообще никто не заметил, там у него была какая-то перепалка, по-моему, с Карпом, тот его в чем-то тоже обвинил, этот в ответ там тоже жестко ему ответил. Ну, для человека, который хочет идти на пост президента и вот так вот на все реагировать, он вообще из судов не выйдет, потому что если он реально будет баллотироваться, ну, минимум раз в неделю на него будут выливать ушат грязи с разных сторон, слева, справа, сбоку, снизу и так далее. То есть, ну, как бы мое мнение, что для серьезного человека это несерьезное поведение. То есть человек, который занят, которым есть чем заняться, он ценит свое время и не шарится по судам. Как у нас тут есть один известный персонаж, который подает в суд каждый раз, когда его кто-то упоминает. То есть для политика это так не должно быть. Поэтому, ну, если он хочет так вот запомниться, как человек, который там судился с Дурбалом, значит, так он и войдет в президентскую гонку. Все, друзья, мы на этом завершаем наш сегодняшний выпуск. Я вначале забыл вам сказать, я скажу в конце, не забывайте, пожалуйста, поддержать нас вашими лайками, репостами, и также у кого есть возможность поддержать материально, там есть исправленный сейчас вариант, как вот актуально можете нас поддержать. 3 варианта я оставил, там некоторые лишние убрали: PayPal, Patreon, и на нашу карту нашей общественной организации Медиа-Ава можете скинуть свои пожертвования. Ссылка есть внизу под видео в описании. Мы с вами увидимся в четверг. Завтра будет моя очаровательная коллега Аня с своим следующим гостем, будут обсуждать региональную политику. А я буду в четверг с другим гостем, будем говорить про большую политику маленькой Молдовы. Все это будет в 8 часов. Ну и остальные программы, как обычно, в 17:30 Террариум и в 19:00 Нота Бени. Кстати, завтра тоже. Так что вот увидимся со мной послезавтра, с моими коллегами завтра. Всем доброго, пока.